Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить больше на женскую тему, но я думаю, мужчинам тоже будет интересно. Я сегодня буду говорить про девушек и женщин, которые в будущем могут остаться одни. Это такое видео предупреждение небольшое, потому что, отношения, я буду про семью больше говорить, потому что отношения, конечно, можно практически в любом возрасте построить, а вот на семью женщине выделяется ограниченное количество лет, и как бы не было потом грустно, печально за то, что время ушло, упущено и не получилось. И я сегодня скажу про завышенные требования. Это камень преткновения сейчас к встрече со своей половинкой. Да, у многих женщин какой-то идеал, которым многие мужчины не соответствуют, и женщины даже не дают попытки познакомиться, узнать человека. И они ждут, и кажется, что вот-вот сейчас еще чуть-чуть надо подождать, и он ворвется в жизнь, откроет, распахнет дверь и появится перед этой женщиной. И мужчины шутят над такими женщинами, говорят, что скоро придет почтальон с пенсии, либо такой женщине нужно заводить котиков и, в общем-то, больше ни на что не рассчитывать. Я сегодня скажу, нужно ли снижать эти требования к мужчинам завышенные. В общем, вот так. Я читала на форуме «История женщины», которой я заводила кратковременные романы с мужчинами, на то они и кратковременные, что заканчивались они очень быстро. И когда женщина села и стала разбираться, в чем же дело, почему ни один мужчина ей не подходит она не видит ни одного мужчину для создания семьи, она поняла, и ответ очень прост, что она придумала себе в голове несуществующий образ вот этого героя, которого в жизни встретить невозможно. И на самом деле это одна из главных сейчас проблем женщин, которые действительно не дают никакой возможности хотя бы чуть-чуть узнать другого мужчины, который проявляет внимание, вот с этим набором этих сильно завышенных требований. И мне всегда интересно, что некоторые женщины, они предъявляют это огромное количество. Мужчина должен соответствовать огромному количеству их требований, но при этом они себе могут не задавать вопрос, а соответствуют ли они этим требованиям. То есть, если вы хотите встретить мужчину с тем набором качеств, или и со всем остальным, вы тоже должны этому соответствовать. То есть такое должно быть равенство. А бывает такое, что женщина предъявляет, мужчина должен с вагоном и маленькой тележкой быть, а женщина думает только что она красивая, как некоторые мужчины тоже сокрушаются, что она красивая, что только она может быть ухоженной, как-то красиво одеваться, и, в общем-то, для женщины этого достаточно. На самом деле этого вообще недостаточно. И идеально можно выписать прям требования на листочке, и можно понять, что у мужчины будут вот такие требования, а у женщины эти качества, которые в ней могут быть, они могут быть маленькой графой такой. И некоторые женщины даже внешне могут не соответствовать. Кстати говоря, раньше, в дореволюционное время, даже доплачивали за то, что женщина была не очень внешне хороша собой. То есть это реальный факт. И когда женщина живет своей жизнью, в общем-то, как и мужчина, который сейчас тоже не заводит какое-то время отношения, то есть абсолютно спокойно и счастливо себя может чувствовать. И женщина также занимается работой, встреча с друзьями и так далее. Но женщины очень эмоциональные, нестабильные. Кажется, что коса на камень нашла, и какую-то мелодраму она посмотрела, расплакалась, подумала, как бы было бы хорошо сейчас отношения с мужчиной. Или пришла в кафе, она там одна сидит, а все парочки обнимаются. Или по улице идет и видит, что все идут за ручку. И женщина сразу начинает копаться в себе. Что во мне не так? Почему у всех так легко получается, а у меня не получается?
развивается. И, кстати, самый популярный запрос у психолога — это именно когда люди приходят разбираться во взаимоотношениях с противоположным полом. Это либо человек не устраивает, либо вот проблема создать, либо встретить, либо создать здоровые отношения. То есть самая прям популярная тема номер один. И я могу по себе сказать, когда женщина начинает копаться в себе, это ни к чему хорошему не приводит. То есть можно сесть, разобраться и закрыть эту тему. А когда женщина все больше и больше, там это такой ворох в голове пчелиный, мужчина это очень сильно отталкивает прям на большую дистанцию, то есть это просто о каком-то чутье какое-то работает у них. И такой еще момент, что есть, вот нужно ли, да, вот эти завышенные требования, например, когда женщина хочет встретить, к примеру, ровесника, да, или чуть-чуть постарше, там, на 2 года, и она предъявляет, чтобы у него там вообще он был такой состоятельный уже. И вот здесь вот тоже вот хочется спросить, ну как бы, а как вот, то есть женщина может абсолютно там иметь какую-то обычную работу, обычное какое-то там существование, там, не знаю, ну кто-то может интересной жизнью жить, а кто-то может там все заканчиваться каким-то там социальной сетью, да, посидеть, какие-то там глупости пообсуждать, и на этом все. Вот, и вот такой тоже куча всяких требований, да, то есть, ну, как-то объективность, адекватность должна, но не может ровесник ваш, если там еще какой-то, ну, молодой возраст, да, но не может он уже иметь столько всего. Например, еще история, вот мужчина встречался с женщиной, у которой было очень много завышенных требований, и он расстался с ней и стал встречаться с девушкой, у которой требования поскромнее, и через несколько лет выяснилось, что вот эта вот женщина с высокими требованиями, его бывшая, она так и осталась одна. И на самом деле это удел некоторых женщин, если они не пересмотрят вот эту вот историю по отношению сейчас к мужчинам. Нужно ли снижать планку? Ну, вообще было бы неплохо, если вы понимаете, что именно в этом причина, и, конечно, речь не идет о том, чтобы снизить ее настолько, что с каким-то обалдуем начать встречаться, который вообще там с какими-то странными историями по жизни, да, то есть, ну, где-то такой степени. Тем более у женщины очень хрупкая такая эта история с самооценкой, может очень быстро разрушиться. Поэтому просто, ну, понять для себя, что нужно более объективно и реально смотреть. А потом мужчина считается это как конструктор Лего. То есть все хотят уже получить такой готовый вариант мужчины, который будет в качестве аниматора развлекать по жизни женщину. Но много историй, когда люди встретились и оба дальше шли по жизни и уже что-то приобретали, то, что, например, хочет женщина, уже просто в совместном союзе. И вот этот Лего, он уже вот вместе с женщиной собирался потихонечку, и из этого уже получался целый конструктор. Поэтому сбавить обороты было бы неплохо. А какие могут быть причины еще у женщины, которой не получается встретить мужчину, заводить отношения? Это вот этот вот разбор в семье. Все мы, как известно, родом из детства, да, когда девочка могла не видеть хорошего примера, когда папа мог плохо относиться, или папа в принципе был просто такой, ну, очень слабый, да. Мама вся такая была независимая, и девочка может перенимать роль мамы и в отношениях быть такая же, или притягивать вот таких вот тоже очень слабых мужчин. Потом она просто разочаровывается, и это лучше проработать в себе вот этот момент, то есть не винить всех мужчин на свете, что они все негодяи. Обязательно вам встретится хороший мужчина. Нужно вообще эту просто тему из головы выкинуть и уважение к мужчинам тоже иметь. Вот это вот внутренняя пустота, которая наступает у женщины, которая в определенный момент может
может ощущать себя, к сожалению, где-то ненужной, или вот как раз в округе она будет смотреть и понимать, что у всех уже созданы пары, да, она упустила этот шанс, ну, именно вот создания семьи. Поэтому надо очень много подумать и проанализировать, не гоняться за вот этим веянием моды, что все себе какие-то образы понапридумывали, какие-то там понахватались где-то там из фильмов, из сетей, из всего остального, какой должен быть мужчина. Поэтому, знаете, как бы не было потом грустно действительно за то, что не получилось создать. Даже вот истории каких-то голливудских звезд можно почитать. Это все в открытом доступе, да. Это очень болезненная тема для женщины, у которой не получилась семья. И когда ты становишься старше, то вот эта хватка, и вот она и вот эти вот требования завышенные, они автоматически потом снизятся, потому что на что-то, чем-то придется жертвовать. Нам всем приходится в жизни чем-то жертвовать. Мы стоим часто перед выбором. И здесь вы можете не ждать момента, когда уже будет все гореть и время будет поджимать. А можно сейчас уже заняться этим вопросом, пересмотреть это и больше полагаться на чувства. О них тоже не стоит забывать. И подумать о том, что на самом деле для счастья не так, в принципе, и много-то и нужно. И рассмотреть момент, от чего вы можете отказаться. Вот взять опять же вас, вернуться к этому списку требований огромнейшему, да, и просто, может быть, какую-то часть вычеркнуть и понять, что это было лишним. Ну, я, может быть, не про качество говорю, да, но вот требования какие-то там, что мужчина там, вот у него то-то, то-то, то-то должно быть. То есть вот такие вот моменты. И я, взаимодействуя с большим количеством женщин, могу сказать, что очень много женщин, которые, ну, в смысле, из этих женщин, не то, что очень многие, все-таки это не так прям часто случается. Те женщины, которым не удалось создать семью, очень сильно об этом жалеют. То есть вот если спрашивать карьера и семья, да, что более обидно, что не получилось в жизни, конечно, для женщины это семья. И поэтому, может, стоит остановиться вот с этими завышенными требованиями к мужчинам, пересмотреть и больше быть открытой к знакомству. Знаете, бывает, называется, не то золото, что блестит. Бывает такое, что, может быть, с виду вам покажется, что совершенно человек не соответствует тому, что вы хотите, а узнав его поближе, вы поймете, что на самом деле это достойный мужчина, и все может сложиться. В общем, я за объективную и за адекватные требования, и просто стоит подзадуматься о том, что не слишком ли вы возвысили весь этот момент, да, до того состояния, что просто такого человека, которого вы себе придумали, встретить невозможно, поэтому вот так вот. Я желаю вам всем хороших выходных и увидимся уже на следующей неделе. До новых встреч, пока!